Ребята, всем привет! Здравствуйте, садоводы-огородники! Данное видео интересно будет именно вам. В общем, просматривая ролики на YouTube, наткнулся я на ролик с измельчителем. Захотел его, прямо не могу. Порывшись в разных магазинах, остановился я, значит, на магазине Оби и на Леруа Мерлен. До Леруа Мерлен мне что-то, совсем неохота было ехать, в общем, далеко. Решил я заказать данный агрегат в Оби за 10 тысяч рублей. Сделал предварительный заказ. Вот сейчас, в принципе, идем его получать. Я грузчик. Ну да, вот он, грузчик идет. $22,690. В общем, выбор есть. Я остановился вот на этом. В принципе, мне его должны уже были приготовить на стойке выдачи заказов, поэтому отправляемся туда. В общем, для садоводов тут целый рай. $14,900 распродажа. Ебать голубей. Молодец, хорошо сказал на видос. $10,490. $19,990. Классная штука. Техника будущего. В общем, не поленитесь, загляните на сайт, огромный выбор для садоводов, огородников и любителей загородной жизни. И любители этого дела. Кругом акции. В общем, все, идем к столу заказов, забираем свой измельчитель. Ебанем по сигаретке. И таксишку. Опять не то сказал. На дальней станции сойду, трава по пояс, зайду в траву, как море. Вот, собственно, приехали за город, идем к участку. Точнее, я иду, а измельчитель едет. Идем к дому, где, собственно, и будем проводить тест-драйв измельчителя. Все, приехал, чайку попил, давайте распаковываться.
собственно, сам измельчитель. Не знаю, заявленный вес 13 или 15 килограмм. Ну, что тут написано? Ну и давайте тогда по быстрячку его и соберем. Так, в комплекте идут так называемые ножки. Туда две штуки. Сам измельчитель. Направляющая для колесиков, лишь бы гаечки с шайбочками не потерять. Так. Ух ты. Вот она. Оп. Вот она. Два колеса с колпаками. Аж целых два трубчатых ключа. Соответственно, винты, чтобы закрепить ножки. В общем, погнали собирать. Ну, собственно, вот и все. Аппарат готов к бою. Для перевозки по участку вообще замечательно. Могу даже сказать, лучше, чем вот на этой телеге гонять. В общем, все собрали. Сейчас переоденусь быстренько. Ну и попробуем вместе с вами что-нибудь измельчить. И такие-сякие ветки. Короче, посмотрим его в работе. Стоит он своих денег 10 тысяч или не стоит. Ну что, тетеньки, дяденьки, дорогие мои садоводы, перейдем непосредственно к тесту данного измельчителя. Но до этого давайте кратенько пробежимся. Что же мы имеем? А имеем мы вот такой вот измельчитель в собранном уже виде. Мощностью 2,5 киловатта. Уровень шума 106 дБ. До хера, кстати, громкий. Видимо, будет. Почему так говорю? Я его еще ни разу не включал. Тестить будем вместе с вами.
Что тут еще у нас есть? Накопительный ящик с фиксатором. Здесь находится конечный выключатель. Вот он. В общем, суть в чем? Пока не закроете его, измельчитель не включится. Не знаю, как правильно, это будет неправильно. Блок управления, включение, выключение. И присутствует еще вот кнопка возвратного механизма. Не знаю, что это такое, но в процессе разберусь. Что у нас внутри? Также имеется конечный выключатель. Без плотно закрытой крышки он тоже не включится. Ножи. Ну, на первый взгляд, добротные. Практика покажет. Затягивается он, значит, верхний винт с этого положения. Нижний, чтобы затянуть. Есть, значит, вот такое специальное тут отверстие. Ну вот еще забыл сказать, толкатель. Отверстие тоже с защитой. Такой вот не сильно длинный шнур. Ну, в принципе, в этом какой-то плюс есть. Сейчас на самом деле уже вечер. Не знаю, как отреагируют соседи. Потому что 106 дБ это уже так, конкретно. Еще раз повторюсь. Вместе с вами первый раз. Включаю его. Вообще не знаю, что будет. Может, он вообще сейчас сломается. Может быть, у меня проводка не выдержит. Вот у меня имеются, значит, ветки. Давайте начнем вот с этих. И потихонечку перейдем вот к этим. Ну все, первое включение. Стеклышки на глазки. На всякий случай. В общем, погнали. Сейчас я вас поставлю поудобнее.
Сейчас вместе с вами посмотрим, что же получилось. В общем-то, то, что я видел в видео, как ветки сами туда залетают, ну, сами видели, этого не происходит. Может быть, недостаток моего опыта в измельчении. Ну, судя по тому, как он шел, я ожидал худшего. Есть, конечно, вот такие какие-то моменты. Ну, если сказать в общей массе, ну, здесь я, может быть, то, что я не знаю, может быть, надо как-то более медленно было, что ли, толкать. Ну, вот такие моменты имеются. Но это херня. Хорошая щепа, или как там называют, я-то неопытный садовод, мульча, если я правильно назвал. Вот такое вот добро получается. Это значит, у нас была малина. Сейчас, значит, посмотрим, что будет с не совсем толстыми ветками этой сливы. Ну, самый крупный диаметр, который у меня имеется, ну, сколько, сантиметра 2, около 2 сантиметров. Посмотрим, что получится со сливовых веток. Сейчас пересыпем щепу от малины в ведро, чтобы посмотреть, что получается, какая щепа получается из более толстых веток. В общем, пересыпем для чистоты эксперимента и посмотрим. Вот, кстати, чем неплох контейнер. А неплох он тем, что в ветреную погоду вот эта вся ерунда будет у вас разлетаться. Я на самом деле изначально не хотел покупать с контейнером, но в данном случае не пожалел. Вот я сейчас высыпал, видите, немножко. Хотя сейчас погода безветренная. Если бы был ветер, это бы, естественно, вся пыль от щепы или как там мелкие щепки, это все бы разлеталось. В данном случае все находится в контейнере, все герметично и ничего не разлетается по сторонам. Ну, продолжим. Потом же возьмем В общем, вот так вот работает этот аппарат. Не скажу, что сильно громко. Не знаю, может быть, я глуховатый. 106 дБ, в принципе, это по идее громко. Ну, вот за городом тишина. Нету этого оглушительного рева. В общем, давайте посмотрим, что получилось из сливовых веток.
На сегодня я, наверное, с тестом закончу. Ой, даже самому интересно, что ж там такое-то. Листики, листики, листики мельчит он. Ну, вот оно. Давайте я сейчас вот так. Ну, довольно-таки неплохо, я считаю. Насколько я могу понимать. Ну, вы, как знающие садоводы, огородники, любители загородной жизни, напишите, как вам такая щепа. Достойна она называться мульча или мульча. В общем, вот такое получается дело. Видимо, само не проталкивается вот из-за этих веток, когда кустообразная она. Поэтому надо вот отрезать, тогда будет повеселее проскакивать. Сейчас я вам покажу на примере вот этой ветки. Ну, давайте, да вот эту длиннющую возьмем. Успею вам показать, не успею. Сейчас врубим. Ну и вот. Зря грешил на него, все работает отлично. Что у нас с березки-то получилось? О, такое. О, какая. Вот такая вот щепа. Вот березовые листья. Ну, я считаю нормально. Смотрите. Смотрите, какое чудо. Березка. Ах, свеженькая. Ах, вкуснотища. Класс. Ну а вот, собственно, что получается, если прогнать ствол без листвы. Вот такая красота.
Я оставлю ссылку в описании под видео. Переходите, смотрите, выбирайте. На этом все. Всем удачи и пока.